Добрый день, мои дорогие! Багульник– растение семейства вересковых, растущее на торфяных и моховых болотах, а также в хвойных лесах. Багульник болотный прямостоячий, вечно зеленый кустарник высотой до 150 сантиметров. Стебли лежачие, укореняющиеся с многочисленными приподнимающимися ветвями. Побеги опушены подобно войлоку. Кора старых ветвей голая, серовато-бурая. Корни багульника проникают в почву на болоте на глубину до 40 сантиметров. Цветки собраны в зонтиковидный щиток, белый или розовый, с сильным ароматическим одуряющим запахом, способным в тихую и жаркую погоду вызвать головную боль. Плод– продолговатая коробочка с 5 створками, при созревании растрескивающаяся у основания, выбрасывающая из себя продолговатые семена буровато-золотистого цвета. Собирают траву багульника болотного во время цветения, сушат в тени и хранят в плотно закрытых сосудах, а также в ящиках, высланных бумагой. Багульник ядовит, обладает наркотическим эффектом, поэтому приготовление препаратов на основе багульника болотного возможно только при строгой дозировке лекарственного препарата. В лечебных целях используют молодую траву и листья багульника. Ее заготавливают во время цветения багульника с мая по июнь. Багульник болотный применяется в народной и научной медицине широко и разнообразно. Однако при внутреннем употреблении препарата на основе багульника нельзя допускать превышения однократной дозы в 0,5 грамма в порошке и больше 1 столовой ложки настоя или отвара багульника. Все части багульника, кроме корней, содержат эфирное масло. Чаще всего багульник применяют для лечения ревматизма, а также в качестве отхаркивающего средства при коклюше, бронхиальной астме. Багульник болотный лечит болезни легких и бронхов, кашель и насморк, грипп, вирусные инфекции, кожные заболевания. Отвар из багульника применяется при золотухе, малярии, туберкулезе легких, дизентерии. Отвар принимают внутрь при ревматизме и чесотке. При лечении гниты вшей применяют мазь из багульника наружно. О наркотических свойствах багульника болотного можно судить по такому факту, что раньше эту траву клали в пиво и водку для большего опьянения и одурманивания пьющих. Также багульником болотным травят вшей и клопов, его применяют от моли и клопов как средство, заменяющее нафталин, отпугивающее насекомых и уничтожающее клопов, поэтому багульник в народе называют клоповник. Рецепт. Возьмите 1 столовую ложку травы багульника и залейте 1 стаканом кипятка. Дайте настояться 20 минут, после чего процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. При дизентерии возьмите багульник болотный 2 столовые ложки, корень алтея лекарственного 2 столовые ложки. Залейте 1 столовую ложку травяного сбора 1 стаканом кипятка, дайте настояться 20 минут, затем процедите. Употребляйте настой в теплом виде по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Возьмите багульник болотный 2 столовые ложки, корень алтея 2 столовые ложки, мать и мачеха 2 столовые ложки. Заварите 1 столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка. Дайте настояться 20 минут, затем процедите. Настой употребляйте в теплом виде по полстакана 3 раза в день до еды. Рецепт от простуды. Возьмите багульник болотный 2 столовые ложки, крапива 2 столовые ложки. Залейте смесь пол-литром кипятка, дайте настояться 20 минут, затем процедите. Употребляйте настой в теплом виде по полстакана 3 раза в день. Порошок от моли и клопов. Измельчите в ступке траву багульника, пока она не превратится в муку, затем просейте через сито. Мазь от боли в костях. Смешайте 150 грамм измельченного багульника болотного и 150 грамм свиного жира. Прогрейте смесь на водяной бане. Смазывайте больные суставы
перед сном. Будьте здоровы!